Ребят, всем огромный привет, добро пожаловать ко мне на канал. В основном на своем канале я учу зарабатывать деньги в интернете. И именно такой заработок и дает нам возможность с ребенком путешествовать. Тем более, если вы собираетесь жить в Турции, то, наверное, знаете, что работы там нет, либо она только сезонная. А удаленная работа как раз то, что вам нужно. Если вам интересно, ссылки оставлю в описании под этим видео. Итак, сегодня Турция – одно из самых популярных направлений для российских туристов. Лично я очень люблю эту страну. Пока мы активно путешествовали по разным городам Турции, перед карантином, конечно же, делали заметки, подмечали какие-то особенности этой страны. В Турции мы были уже несколько раз, и сегодня хочу поделиться личными наблюдениями с вами. Почему так много людей выбирают именно это направление? Давайте поговорим о минусах и плюсах отдыха в этой замечательной стране. Начнем, как всегда, с хорошего. Итак, плюсы. Первый плюс – это отличный климат. Причем в зависимости от того, какой курорт вы выбираете, климат немного будет меняться. Хотите более влажный – едьте в Кемер. Если больше нравится сухой, то Анталия. Второй плюс – огромный выбор отелей, а соответственно и цены. Очень часто за те же деньги, что и в Краснодарском крае, например, можно отлично отдохнуть в Турции. Третий плюс – доступные цены. Многие говорят о том, что Турция – это дешево. На самом деле все не так однозначно. Конечно, можно улететь и за 15-20 тысяч человека на недельный отпуск, но за такую цену вы попадете в плохой отель с кучей минусов. Расположение, питание, пляж, скорее всего, вам не понравится, хотя бывают и исключения. Действительно, хорошие отели стоят совсем недешево. Но опять же, из-за огромного количества гостиниц всегда можно подобрать то, что устроит вас по цене и по качеству. Четвертый плюс – система «Все включено», когда не нужно беспокоиться ни о питании, ни о развлечениях. На мой взгляд, это тюленей отдых, но любителей именно такой системы очень много. В этом году не будет шведского стола, говорят, но я думаю, что это не навсегда. Пятый плюс – большой выбор экскурсий на любой вкус и кошелек. От катания на пиратском корабле до Памуккале и Каппадокии. Шестой плюс – очень хорошее отношение к детям. В Турции их просто обожают и сделают для вашего чада максимум возможного. Даже когда он что-то натворит, все убирается с улыбкой на лице. Здесь очень хорошо понимают, что ребенок – это всего лишь ребенок, которому хочется познавать мир. На отдыхе в России, например, в такой ситуации придется выслушать кучу ядовитых реплик и еще заплатить по счету за то, что твой ребенок активно изучает все вокруг. Седьмой плюс – отличный шопинг, особенно в плане текстиля, трикотажа и сладостей. В этом плане Турция явно на лидирующих позициях. Выбор огромен, а ценах на любой кошелек. Восьмой плюс – развлечения для всей семьи. Для семейного отдыха в Турции есть все условия. Развлечений здесь более чем достаточно. Всегда можно посетить аквапарки, зоопарки, кафе, кинотеатры, тематические экскурсии и мастер-классы, заняться также активными видами спорта. На курортах постоянно проводятся конкурсы, игровые программы и другие интересные мероприятия для детей и взрослых. Довольными останутся все без исключения. Девятый плюс – практически нет языкового барьера. Не стоит опасаться языкового барьера, в Турции его действительно нет. Местные жители достаточно хорошо говорят по-русски, так что вы без проблем сможете общаться с сотрудниками отеля, работниками магазинов и так далее. Всегда можно найти русскоязычного гида, что точно обрадует туриста, не владеющего английским или другим иностранным языком. Десятый плюс – турецкие сладости. Турецкая кухня, безусловно, заслуживает внимания, но стоит выделить именно турецкие сладости. Не упустите возможность попробовать различные сорта рахат-лукума с миндалем, фисташками, кокосом, медовую пахлаву, арахисовую, кунжутную, тахинную, халву, нугу, щербет и другие не менее вкусные лакомства. 11 плюс – безвизовый режим. Если вы планируете пребывать на территории Турции не более 30 дней, визу оформлять не нужно. Это очень удобно, ведь вы не зависите от решения, принятого посольством, и можете смело планировать поездку в любое время. По этой же причине очень удобно приобретать горящие путевки, которые сегодня достаточно распространены и позволяют отправиться в путешествие за меньшие деньги. Ну и напоследок, то есть 12 плюс – это хамам и различные спа-процедуры. Выбор их достаточно большой. Во многих отелях одно посещение хамама с массажом и пилингом бывает бесплатным. Удовольствие, релакс, подготовка к загару просто отличная. Давайте поговорим о минусах. Первый минус – это нестабильный мир.
Политическая обстановка, близость Сирии. Второй минус – лето с жарой 35-37 градусов, когда через подошву ощущается жар от асфальта, и ты не в состоянии просто гулять в дневное время по набережной. Третий минус – отсутствие природной красоты, особенно заметно, когда путешествуешь между городами на машине. В центральной части страны лысо и пустынно, и чем восточнее, тем пейзажи ближе к арабским странам. Только горы спасают положение, они прекрасны. Четвертый минус – однотипные неуютные пляжи. Далеко не все пляжи вызывают желание купаться. Камни и галька чаще всего, и нет песочка, нет никакой растительности и, соответственно, нет естественной тени, куча людей. Пятый минус – летом везде много людей. Сезон толпы туристов на пляжах, на достопримечательностях и в транспорте. Везде. Шестой минус – маленькие номера в отелях. Квартиры в Турции большие, а комната в гостиницах крошечные. Седьмой минус – в отелях нет одеял. Вместо них широкие вафельные полотенца. Спать под ними зябко и неуютно, особенно если вы едете туда в апреле или мае. У нас вот именно так и было. Было прохладно. И если одеяло в номере есть, то это просто удача. Восьмой минус – пляжные полотенца из сейфа в отелях платные. Сдаются по 1 евро примерно в день, а, мягко говоря, это неприятно, особенно когда платишь $100 в сутки. Не во всех отелях такое, но очень часто встречается. Поэтому можно наблюдать, что на балконах в отелях у всех сушатся разноцветные полотенца. Люди везут свою и покупают на месте. Девятый минус – нет торговых центров или их мало. Крупные торговые центры находятся в Анталии, Измире, Анкаре и Стамбуле. В популярных туристических городах их нет, либо они где-то за городом, что усложняет обычным людям поход в магазин. Напишите в комментарии, если я ошибаюсь, но в черте популярных курортных городов мне не повстречался ни один большой торговый центр. И, конечно же, лучше забыть о минусах и обратить внимание только на плюсы. Только так можно вкусить чудесный летний отдых и сделать его незабываемым. Лично я, еще раз говорю, очень люблю Турцию. Это солнечная страна, заряжает невероятной энергией, которой после отпуска хватит на любые свершения. У меня на этом все. Спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро мы с вами увидимся. Всем пока-пока!